Сегодня я начинаю кольцевой маршрут через Саянские горы, а также через заимку Агафьи Карповны Лыковой. В это невозможно поверить. Изба. Рюкзак повыше, на спину подкидываю, вот так. Все, хватит медлить, пошел. Эта падла чесала здесь свою шкуру, прежде чем разломать избу. Ребята, 4-й ходовой день по пути к заимке Агафьи Лыковой. Утро начинается с малины. Спал сегодня утром уже в 6 часов, не замерзал, все нормально. Впереди 12 километров прижимов вверх по реке. Это, наверное, будет, да, я думаю, не сложнее, чем было все, весь путь до этого. Я ж пришел в сумерках, вообще в глубоких. И сейчас я пошел посмотреть, где я нахожусь. Вообще, что это за место. Что за место вообще я выбрал для стоянки, в том плане, что единственный минус, что слева, за горами только взошло солнце, и еще холодно. 7:30, но холодно. Дуба даю, у меня же особо теплой одежды нет. Ведь я совсем забыл, что у меня есть хороший пуховик легкий, компактный, надо было отбрать его. И вот что интересно, здесь огромная ямина, огромная яма вот здесь, вот. Эх, на Харюза бы сейчас покидать сюда, но нет, я срочно, я уже воду поставил, я только проснулся, вылез из палатки. Я услышал трекер, сообщение мне прислал, он пиликает, когда приходит сообщение этот, Iridium 360. Я еще даже не стал их смотреть, просто мне было любопытно, что там пиликает, а это, оказывается, трекер, когда сообщение приходит. Огромная яма, огромной глубины, вот, синяя вода. Ой, как холодно, ё-моё, что делать-то, как-то надо согреваться же, сейчас костер какой-то, что ли, бацать, вот. Вон она просматривается, вон там, не знаю, камера этого не передаст, к сожалению. Огромная яма, я буду здесь идти сплавом, я подразумеваю, предполагаю, что это протока еще есть наверняка вон там, рукав один. Тут вот надо как-то осторожно будет все это дело проплывать, когда, если все нормально, я назад поплыву уже на Покравте, на Иволге. В общем, вон там стоит моя палатка, прямо под горой. Вот, гора, Горина. Вот здесь палатка. Я поставил ее подальше от палева, чтобы ее похуже было видно, и надеюсь, что я не прогадал. Но никаких моторов, ничего сегодня утром не было. Все тихо, все штатно, все спокойно. Я быстро варю, возможно, гречку, возможно, макароны. Сейчас я вообще полажу, что у меня есть, посмотрю. Я хочу выложить почти всю еду, оставить, наверное, дня на 4 максимум. Хотя, у меня, наверное, столько и осталось. В общем, я посмотрю, выложу всю лишку, чтобы ее не тащить здесь дальше по горам, да, вдоль гор, по прижимам. В общем, пойду, скорее всего, в сапогах. Объявлен режим экономии газа, поэтому хаваю из кружки. Сейчас сюда еще соуса бахну, чтобы крышка котелок закрывала. То есть, чтобы... Я обычно ее же как миску использую, но нет. Газа что-то мало осталось, кажется. И, в общем, буду из кружки хавать просто с мазиком. Я множество раз показывал на канале продвинутую технику Redmond. Умная мультиварка, гриль, диско-чайник. Казалось, меня ничем не удивить. И тут появился он. Вертикальный беспроводной аккумуляторный суперкомпактный пылесос Redmond. Это универсальный прибор 2 в 1. Он легко превращается в ручной пылесос и может использоваться для уборки в салоне и багажнике автомобиля. Чистка любых поверхностей в доме не проблема. Доберется даже туда, куда обычный проводной пылесос не дотягивается. К примеру, с его помощью можно навести порядок на балконе, внутренних лестницах или веранде. А если нужно прибраться под диваном, где редко кто пылесосит, вертикальный пылесос можно отрегулировать с помощью трубки удлинителя. В комплекте идут 3 насадки. Турбощетка от шерсти домашних животных, волос, пыли, ниток и другого мелкого мусора. Кстати, очень технологичная штука. Насадка 2 в 1. Для чистки мягкой мебели, штор и салона авто. Щелевая насадка для узких и труднодоступных мест между мебелью, стеной или в заставленных углах парикмахерской. Хранится пылесос Redmond с насадками очень компактно. В специальном настенном креплении, оно идет в комплекте. Устанавливать лучше всего неподалеку от розетки для удобной зарядки аккумулятора. Пылесос Redmond очень легкий, около 2 кг. Управлять им без усилий сможет даже самая миниатюрная барышня. Емкости аккумулятора хватает на 25 минут непрерывной работы, этого вполне достаточно для повседневной уборки. Пылесборник очищается в одно движение. Просто сдвигаешь фиксатор крышки и высыпаешь содержимое в мусорное ведро. Окружай себя умной продвинутой техникой Redmond и не упускай возможность заказать со скидкой современный технологичный пылесос по промокоду АБВГАД по ссылке в описании. Это самый необычный способ хавывания гречки. Это просто абзац в кружке с майонезом. Деду, это же оригинально, мне кажется. Что-то настроение так себе как бы. Не очень плохое, не очень хорошее. Не знаю, я просто рад уже, что мне осталось 12 километров, и я уже практически на финишной прямой. Правда, это, наверное, будет опять же сложный путь, потому что там будут прижимы, все такое.
Короче, я пока просто расслабляюсь, то что вот я хаваю, отдыхаю, и нет никакой нужды бежать. Ну, бежать, то есть я сейчас в домике, в общем, никаких ко мне претензий быть не может, что я здесь жопу мну до тех пор, пока я не выйду. А вот когда выйду, тогда уже совсем другой спрос. Если посуда с гречкой опустела, жди подъема настроения. Это одна из абовгадских заповедей. Первая – это не ссать и не рисковать. А вторая – это вот эта, которую я назвал. Ну, настроение уже более или менее поднялось, короче, видимо, поэтому. Я что-то пытаюсь подлечивать такое около юморное. Да, потому что радуешь тут себя, как ты веселишь перед тяжелыми испытаниями. Когда люди радостные, всей семьей, с улыбками распечатывают шоколад, он у них выглядит гораздо аппетитнее, чем у меня. Вот такая типа антиреклама. Как из жопы шоколадка. Она прошла со мной 4 дня. До этого еще дня 4 забросок и всего такого прозябания на горячем ключе. И вот во что она превратилась. Россия, щедрая душа, ёптать. Дерьмовый, между прочим, шоколад. Итак, значит, часть продуктов я оставляю здесь, а часть беру. Значит, что это? Это лапша быстрого приготовления, сколько-то пакетов, растительное масло вот здесь. Это сушеный, ну, это толченка, короче. Вот это остатки джема. 4 пакета крупы, это гречка и что-то еще. Вот она, сушеное абовгадское мясо абовгадского производства, приправа. Вот здесь еще приправы, там всякие сушеные овощи и прочее. Вот, сушеная картошка для ухи и макароны. Здесь чайная и чуть-чуть конфет. Еще в рюкзаке у меня рассыпались конфеты, вот такие они будут. Ну, то есть, по большому счету, это достаточно много еды, но я что-то могу оставить там. Плюс у меня еще столько же, как минимум, с собой. Она будет спрятана где-то вот здесь, на обратном пути. Если, я надеюсь, он состоится, я это все заберу. Ну, короче, вот минималка. Все легкое, кроме макарон и крупы. Да, даже толченка легкая. Остается вот такой увесистый пакет с гречкой, еще с пачкой макарон, еще лапша. Здесь, так, еще какая-то крупа где-то есть. Кстати, что-то я ее не нахожу. Такое ощущение, что она где-то у меня все-таки заныкана еще. Вот это будет подстава. Сейчас я все перелажу, короче, перелопачу. Как я как Гафи с нечищенными зубами. Да не, шутка, я всегда чищу каждое утро. Нет, иногда вечерами пропускаю, потому что сильно запариваюсь. А по утрам я всегда чищу зубы. Итак, лишние продукты, все, что я говорил, у меня есть. Все такое вот. Еще, оказывается, я нашел у себя в рюкзаке еще целый мешок. Целый пакет, это крупы. Вот сюда под дерево. Вот, прячу. Вон туда. А потом, перед уходом, я еще здесь отолью, чтобы запах был, он точно не подошел. Там уже куча целая. Кстати, а там интересно, там глубоко вот здесь, вот в этом месте, глубина, и там как будто вход в подводную пещеру. Ну, так это выглядит, во всяком случае, вот там. И как раз над этим местом, на точке ночевки в навигаторе будут продукты. На обратном пути я их заберу. По какой-то непонятной случайности это удалось выяснить только утром. И в 3-ю ночь палатка стояла и лагерь был на Медвежьем дерьме. Пусть и на старом, но это реально что-то с чем-то, потому что я вообще не выбирал место, просто ставил как можно, как получится, как удобнее и быстрее. Медвежье дерьмо. 3-я ночь. И, блин, она сюда же привела на Медвежье дерьмо. Это прикол. Вот так выглядит весь балаган. Весь разбираемый балаган. Я вышел без 10:10 и болит голова. Болит голова, наверное, очень неудобно, спал на камнях. Финишная прямая, как Гафилыковой, не такая уж и прямая. Приходится снова на уступы взбираться, чтобы обходить прижимы. И я как только обошел, голова заболела. Блин, опять, вступает, стреляет в голову. Надо было цитрамон выпить хотя бы перед выходом. Может, ничего, может, пройдет сейчас. Иду над уступом. Буквально забрался. Несколько усилий, и надо не потерять, желательно, козью тропу, потому что она ведет над уступами очень правильно. Я надеюсь на это. Звери же все-таки. Они здесь живут. Серьезный облаз. Серьезный. Сначала тропа была, потом исчезла. Лезу, обхожу прижим. Да, блядь, я так и думал, что это будет именно так. А потом еще щеки будут. В щеках будет еще сложнее. Я что-то уже думаю, что за день, наверное, невозможно дойти. Хотя точно не знаю. Вот здесь скалы. А если здесь сейчас пойдешь, и там опять скала.
и она прижмет. Что тогда? Язык на плечо реально. Да, чертовски опасно выходит. Ладно, еще нормально. Здесь градиент высоты нормальный, вполне. Но можно устойчиво идти вот так слева, придерживаясь. Вот за шиповник я сейчас схватился. Ага, вот так переваливаюсь просто влево. Внизу вижу красивую изумрудную воду. Вон она внизу, изумрудная вода. Так, главное не заболтаться, пардон. И вот здесь пройти правильно. Правильным путем. Вот так хватаясь. О, я уже прямо над уступом. Над уступом. Надо выйти на косу следующую и идти по косе. Рюкзак все время перевешивает. Кстати, он немного у меня полегче же стал. Я жратву вытащил. Большую часть жратвы. Я же с запасом взял на 10 дней. Опа, вот так аккуратно перелажу. Вот так. Это все под уклоном, вот по таким, под уступом. Все под уступом. Продолжаю здесь идти. Цепляясь, сбиваясь. Сбивая темп. И кренясь в сторону обрыва. Но иду. Нет, здесь реально можно камеру не выключать. Вот это уступ, вот он, вот. Показываю его 3D. Уступ, и я как раз к нему подошел. И я сейчас сам над уступом. Здесь можно не выключать и постоянно вести онлайн-трансляцию, реально. Вон там в бурелом и в камне. Еще жду, чтобы сверху ничего не прилетело. А вон там уже вода. Здесь заросли дикого крыжовника. Я за него рукой чуть не хватанулся. Я видел листья, узнал его. Но схватиться удалось только тогда, когда я падать начал. Это этот бурелом. Финишная прямая, мать ее. Вот такой вот склон, вот такие мхи. Вот такой красивейший просто курумник, река из Курума. Вон там правее тоже она. Я вдоль по ней вваливаю. Вваливаю вообще, что есть силы, что есть темпа. Блять. Пардон, так, сейчас дальше идем. Иду к косе. До косы еще я ее даже не вижу. Будет ли она вообще на этом берегу и как скоро. И как долго мне здесь ползти. Сука, надо же, а там-то какая красота, вон там. Тот берег лучше. По нему надо было бы, наверное, идти, потому что хотя бы раз его перебродить в одном месте. А здесь в основном прижимы, как мне показалось. В общем, сложно здесь. После кружовника поел малины, а сейчас увидел черную смородину. Но каково было мое удивление, когда на вкус она оказалась кислицей. Это черная кислица, я слышал про нее, но никогда ее не видел. И вот здесь, на этом склоне, в самых суровых условиях, какие только можно придумать, я нахожу черную кислицу. Черная кислица. Она не такая кислая, как красная смородина, но она очень, вот, черная. Вот, рука от нее посинела. Вот это знакомство. Надеюсь, все будет хорошо и по этой бирюзовой глади воды. Но сейчас солнце ушло, и она не такая бирюзовая, кажется. Я буду плыть на Покрафте, на Иволге, на Родной, которая мне уже так привычна. А пока просто градом льется пот, и еще до сих пор не закончились эти Курума. Опа, как попало, встала нога. Нормально, так и не прицелишься здесь. Сразу то рюкзак, то крен, то еще что-нибудь. Вон туда надо куда-то. Там, кажется, даже вот земля видна, может, набитая тропа. Вижу здесь уже которую лиственницу. Это очень непривычно. Лиственницу отсюда, судя по всему, приносят с Тывы. И именно по руслу она разносится. Потому что... Ну, я просто, короче, так считаю. Чуть не убился. Вышел на косу. Не стал снимать опасный достаточно брод с палкой по бревну. Но уже вышел на косу. Она будет кончаться. Я для себя решил, что я буду бродить, похер. Либо сапоги надену, либо в ботинках прям буду бродить, плевать. А иначе невозможно здесь. Как? Я там не хочу тратить столько времени. Если абакан будет мелкий, буду бродить. Тот берег кажется гораздо лучше для прохождения. Меня все спрашивают, а встречаю ли я змей. А встречаю. Вот она лежит, вот, видно ее. Это либо щитомордник, либо гадюка. Я точно пока не знаю. Потому что я пытаюсь ее снять. Вот она, вот. Вот она. И такое ощущение, что их здесь я спугнул несколько. Красавица-змеюка. На завале лежала, на солнышке грелась. Маленькая, сантиметров 30, может быть, в длину. Вот она. Сейчас я аккуратно ее пройду, чтобы с ней никак не пересечься. Вон она. Вон она, голова ее. Прям морду ее снимаю, змеиную. Иду дальше, охеревая.
Переодеваю ботинки на сапоги, дальше буду идти бродами. Буду стараться идти бродами максимально по косам, иначе так идти уже просто невозможно, лазить облазы. Уже иду песком, песочной косой. Перебродил один мизерный брод. Дальше будет хуже, чувствую. Перейти адский переход через воду. Сламываю, срываю вот такую боделину прямо из завала. Вот. И вот он переход по кедре. Здесь прижим, потому что этот буреломный завал жесткий. Можно и без палки, но зачем рисковать? Это же одна из заповедей абовыгатства. Высота над водой 2 метра, думаю, 2. Так, надо поменять руки. Перехватываю руки и иду. Так. Хорошая кедра, должна выдержать. Ох, как там глубоко, ёптать. Ладно, здесь я уже и без палки справлюсь. Вот так ее оставляю, просто здесь стоять и двигаю. Ой, как без палки-то страшно. Главное кедру обнять. Обнять рядом стоящую кедру. Сейчас слышал, как пел рябчик. Немного по-другому, не так, как у нас в Кузнецком Алатау. У него другие какие-то звуки такие, завихренистые. И кажется, что наш чуть-чуть нежнее поет. Подхожу к следующей косе. Сейчас по лесу продирался довольно несложно. Если облазы не перелазить по горам, то нормально, терпимо по лесу. Вот такая коса. Вот прям по ней пойду, не вижу пока за поворотом, как там и что. Приходится в сапогах облазить завалы. Не завалы, а именно прижимы. Причем прижимы очень глубокие. Пошел, наверное, уже почти второй часть пути. Чё же я с дури не перешел вот на ту косу центральную? Она такая длинная, да, я бы намочился, я бы был мокрый, наверное, по пояс. Зато я бы за 5 минут ее всю прошел. Она несколько километров здесь. Такое ощущение. Абакан подкармливает меня. Я нашел шишку, уже ее очистил и буду щелкать. Это вторая за весь поход. Наконец-то замаячила долгожданная коса, на которую можно будет выйти и нормально пройти. Вот она. Но потом она опять уйдет в лес. Моя дорога по этой косе. В этот раз я победил. Прижим. Нормально. Потом обливаюсь, но иду. Сейчас вот здесь перейду на большую эту косу. Отлично. Продолжаю монотонно и трудно продираться сквозь эти прижимы, завалы. А на той стороне тем временем отличная коса, очень проходимая. И я сейчас найду брод и просто буду херачить там. Уже где-нибудь дальше брод я точно найду на обратную сторону. Вот так я перебрался на другой берег. Здесь пытаюсь идти по косам и уткнулся в приток. Да мне пофигу, у меня же сапоги. Сейчас перейду где-нибудь вот здесь и пойду дальше вон туда, влево, вверх Абакан. Я сейчас пытался вытереть камеру, она вся там в каких-то разводах, плевать. Я уже не готов ничего вытирать, снимаю как могу. Иду по этому берегу, по косам. Все нормально, смотрю на быстрины, плыть здесь будет одно удовольствие. Я промочил ноги, естественно, мокрые носки в сапогах, как бы все нормально, это значит. Бродов здесь предостаточно. Можно залиться по пояс, но перейти без проблем. Так и иду косами, это благодать целая. Как хорошо. 9 километров до заимки Агафилыковой. Значит, что я заметил? Здесь очень много порослей лиственницы. Это вот заливные эти берега. И здесь лиственница цветет, ну прям растет, как прикольно. Она здесь не выживет, ее в следующем году, конечно же, смоет, наверное. Но вот ее несет из тывы. Вот оно переплетение. Не думаю, что лиственница когда-то вытеснит кедр отсюда, нет, скорее всего нет. А вот, например, молодая береза, тоже очень красиво. Это она все застилает вот здесь эти луга заливные. Я иду. Вода в сапогах уже согрелась и хочется ее обновить на новую. Жарко ногам, потому что стало. Иду по-прежнему вдоль кос. Ну, не коз обычные, которые орут у меня на пути, а кос. Каменные косы, отмели. Нормально. Скоро щеки. До щек пока потяну. Правым берегом местами лучше идти, но вижу, здесь горы уже начинаются справа поджимать. Надо что-то делать, что-то придумывать. Да такую воду в сапогах грех не обновить. Какая она зеленая. Сейчас камера, по-моему, заваливает цвета немного. Какая она прозрачная. Это просто фантастика. Эти волны я создал, когда проходил эту косу, истоки ее. Короче, начинаются прижимы снова уже с этой стороны. Сейчас буду что-то думать и решать. Очень хочу пить. Жажда просто адская. Времени час. Иду в пути я 3 часа. Я придумал гениальную тему.
Гениальное решение в моей ситуации для перепрыгивания с косы на косу. Это мой покрафт. Это мой покрафт Иволга. И еще более гениальное решение. Я уже охереваю от жажды и водой просто давлюсь. Ну реально давлюсь. Я достал несколько видов вот этих вот растворимых соков, короче, и буду их просто в сырой воде сейчас разбавлять, пить их. В общем, не могу уже, просто жажда. Сижу здесь несколько минут, пока разбирался с покрафтом. Некоторые вещи упаковал в гермомешок. В общем, надуваю покрафт. В завале нахожу шест. И пока без весел, чтобы их не крутить, здесь достаточно низкая глубина, с помощью шеста, думаю, попробую переправляться. Там далеко перекат. В общем, буду переправляться теперь на ту косу, потому что это закончилось. В общем, и по той косе буду идти с покрафтом. Как его упаковать обратно, чтобы не сдувать и не накачивать, я тоже придумал, это я попозже покажу. Плещется рыба. Короче, это просто и хохма одновременно, и это печально. Я развел двойную порцию вот этого компота похудин. Он называется, блядь, похудин. Мне здесь, я и так уже здесь похудел. Похудин, короче, сейчас буду пить. Это просто прикол. Это не реклама, никто не покупайте это, потому что я вообще никакой ответственности не несу. Вкус у этого всего мерзкий. Но когда пьешь одну воду постоянно, этого мерзкого вкуса даже хочется. Еще у меня есть старый добрый Зука, но он остался там в закладке в продуктовой. Потом я его буду пить. Сейчас я буду худеть прямо на глазах. Брови у меня уже выгорели, они уже желтые или золотистые, или даже прозрачные. А еще сейчас похудею. Да, охерительно. Стоит такие напитки брать с собой однозначно. Он должен разводиться наверняка в кипятке. А у меня просто родниковая, обычная вода, речная. Вот это я не пролетел с этим. Все правильно было сделано. Притащил из завалов шест, надо его нормальной длины сделать. Обломать его как следует сейчас. Собственно, естественно, засовываю его промеж деревьев. Вот туда. И ломаю. Отличное получилось весло. Здоровое, но укоротить никогда не поздно. Ну что ж, попытка номер 1. Чем же она увенчается, никто пока еще не знает. Да и я сам пока не знаю. Но мне же главное перебраться просто на ту сторону. Это оказывается не так просто. О, ёптить. Плохо дело. Я уронил шест. Шест уронил, шест в самом центре, он поплыл. Управляемость просто отвратительная. Ну неудобно как-то, я думал будет гораздо легче. Я руками начал грести, вот так. Охеренно работает руками. Охеренно. Собственно, что я делаю дальше, чтобы полностью покрафт не спускать? Я спущу его до такой степени, чтобы сложить его пополам, повдоль. И прицепить сверху на рюкзак. Придавить его клапаном. Я еще так не пробовал, но я уверен, что это офигенная идея. Главное его подспустить, чтобы он придавился клапаном и все было правильно и нормально закреплено на рюкзаке. И вот так в темпе вальса. Дальше по косе, охереть, просто идея. Нормально, я уже прошел метров 20. Вообще шикардос, прям реально. Это первопроход кос Большого Абакана до замки Агафьи Лыковой 8 километров. Подойду к следующему прижиму. Переплыву с помощью нового шеста реку и пойду дальше вот так. Супер просто идея. Держу пари, никто никогда так не делал. Никто. Ни на Большом Абакане, ни где-либо. Специально бронированной стороной. У Иволги же бронированное дно и борта даже немного внахлёст. Ну то есть охуенно все сделано. Иволга — это самое удачное за всю мою жизнь приобретение. То, что стоит своих денег, вообще супер. Это не реклама, никто не покупайте Иволгу, покупайте говнопокрафты из ПВХ, чтобы вот так нельзя было делать. Симбиоз покрафта и БВГ-то. То он на мне, то я на нем. Вот так вот иду, особо
не заморачиваясь, где прохожу, потому что дно усиленное, типа, и пофигу ему. Такой и был план. Но нет, здесь я сейчас попытаюсь руками просто помогать ему пройти. Везде следы диких животных на песке, на этих косах, везде. Вот, все ими исхожено. Это и мишани, и, возможно, лоси, крупный копытный след я вижу. Вот дальше мне что-то не нравится только территория. Я сейчас вкусного, сладкого напился. Мне нормально пока, поэтому я иду хоть как-то угорать пытаюсь. Кусок ракеты. Какой ракеты, не знаю, от чего тоже не знаю. Алюминий. Это, скорее всего, какая-нибудь отработанная ступень, каких здесь на Абакане немерено. Вот она что из себя представляет. Вещица, конечно, в быту очень нужная. Ну, в быту. Но насколько она не радиоактивная или радиоактивная, или есть ли на ней какие-то следы топлива, да, наверное, уже нет. Пока наши космические корабли бороздят просторы океанов, или типа того, АБВГ отходит и пинает их останки. Был корабль и нет корабля. Итак, переправа за переправой. Несколько раз я хорошо переправился, очень удачно. Но здесь сейчас видно, что заканчиваются косы и начинаются небольшие прижимы. Правый берег абсолютно скалистый и непроходимый. Не, ну он проходимый, но, конечно же, не для меня. А слева вроде бы есть пока полка береговая, можно по ней идти. Сдуваю полностью по крафт. Перебраживаю вот здесь по меляку и иду в сапогах. Да, вот здесь прекрасно видно, что пока не будет больше кос. Каменных кос, блин. Кажется, что можно вот так просто лечь на теплые камни. Вот так. И не важно, что камни. Блять, что-то сейчас начало подрубать, как будто меня. Прям конкретно я почувствовал ощущение, что все, надо завязывать. Поэтому я снова пью двойной похудин. Еще решил похудеть. И доел самые последние печенья. Все. Было 3 печеньки, осталось 1,5. Были когда-то теплые носки, а теперь холодные. Все, был преодолен последний брод перед щеками. Сейчас будет 2 километра щек, прижимов. Буду подсекать тропу и как-то еще выпендриваться. Только выбрался на берег, пошел, обул ботинки наконец-то и наткнулся на заросли костяники. Она здесь уже красивая, красная, вот она, вот. Прямо шикарные здесь заросли костяники. Вот все в ней, вот. Вот тут одна костяника. Я уже немного пощипал ее. Вот здесь она очень красивая, допустим, вот. А вот это последние косы, по которым я проходил. Дальше уже пошли скалы. Все. Такое ощущение, что я помню каждый изгиб этой речки, которую я прошел. Каждое место очень хорошо помню. Вот эти скалы. И по тому левому берегу они здесь сейчас будут, видимо, постоянно. И берег будет очень труднопроходимый. Иду вверх по реке вдоль берега. Здесь прекрасно видно, чем питается мишаня. Это семена, ягоды и в том числе костяники. И вот постепенно начинаются щеки. Это вот такие скалы в русле. Абсолютно непроходимые. Там, конечно, мелко и можно проползти. И они также идут вот туда дальше. Здесь красивейшая вода, очень спокойный Абакан. И я буду, наверное, так кайфовать, когда буду здесь плыть на лодке. На покрафте. Не надо так называть покрафт. Это будет, наверное, самый большой кайф, потому что вода, видно, какая прозрачная и насколько. И я, если не забуду, обязательно подплыву прямо к скале. Вот здесь, перед самым входом в щеки, вот эти грибы. Они, конечно же, похожи на опята. Но поскольку я в грибах так себе разбираюсь, ну, не берусь судить, в общем, что это за грибы. Я думаю, кто-то, может быть, и подскажет даже. Все, я вхожу в щеки. Это вот это самое узкое место. Вот здесь вот слева везде мхи. Где-то там какая-то птица сорвалась криком. Вот мох. Такой крутейший подъем туда на гору. Вот, и все. И эти скалы справа. А вот жимолость растет. И, между прочим, сегодняшнюю норму жимолости я еще не выбрал.
И вот здесь пошла зверовая тропа, круто-круто, вверх в обход щек. Вот, круто-круто-круто она пошла. Снимаю, наверное, градусов под 40, вот. Ну, раз она пошла, то и я пошел. Покрафт уже сзади прикручен, все нормально. Начинаю вламывать. Блять, кто еще когда увидит и сможет показать это так же, как я. Брусника. Норма брусники вообще не была выполнена ни один день, абсолютно. Потому что ее очень... Она начала встречаться только уже на этой стороне хребта. Только уже на Каирсу я увидел бруснику самый первый раз. А вон там бирюзовая вода. Красота. Можно прямо с этих скал туда прыгать, нырять. Все, иду. Никто и никогда не покажет того, что сниму сейчас я. Это вообще не передать словами. Вот что. Это находится у нас, в нашей великой сибирской тайге, не так далеко от мест нашего обитания и нашей жизнедеятельности. Это вот такой офигенный плес с прозрачной абсолютно до дна водой. О, что-то где-то хрустнуло. Мишо! Мишаня! Бр-бр-бр-бр-бр. Ладно, все нормально. Хрустнуло и хрустнуло. И вот оттуда издалека я смотрю на предмет препятствия еще, проход по реке, чтобы потом плыть здесь и уже знать, к чему быть готовым. Но в щеках вроде бы ничего такого нет. Огромная яма, красивейшая просто скалы до неба скалы с кедрами и что там еще, пихты, наверное. В общем, это самые шикарные места, в которых я был, наверное, последние несколько лет. А мой поход продолжается. До Агафьи Карповны осталось около 6,5 километров по прямой. Вот такие скалы, обрывистые в реку. И вот такая тропа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. За несколько щипков столько брусники. Ну, за час, думаю, можно собирать литра 3 наверняка. Ну, за Абакан, за щеки, за абаканские скалы. Прохожу один из притоков. Вот таким каскадом он. Это Учарсу. Но на карте он нанесен неправильно. Он нанесен на 450 метров ниже по течению. А в этом месте никакого притока нет. Отсюда, из него, сейчас я, конечно же, попью. И с помощью кружки, что у меня на поясе. Я хочу испить эту красоту. Он не холодный, вообще не холодный. Палево пить не холодную воду. А вот это вид скал, может быть щек, но это не совсем щеки, там еще, наверное, дальше будут прижимы с этой стороны. Ну, то есть со стороны выше по течению я уже прошел. Никогда, наверное, нет и не будет больше такого подробного прохождения всего этого маршрута. Но мне чертовски нравится это запечатлевать, чтобы тысячи и сотни тысяч людей это тоже увидели так же, как и я. И, может быть, даже кто-то что-то почувствовал там, ну, не знаю. Раз я это делаю до сих пор, значит, это кому-то нужно. А также здесь, окруженное горами и Абаканом, есть озеро. Со спутника он увидится как зеленым, будто бы цветущая вода. А на самом деле этот цвет ила проглядывает сквозь воду, и вот она кажется зеленоватой. То есть это ил. Вот тому пример камень. Камень видно до дна. И я надеюсь, если у меня будет время, я обязательно сюда зайду. Но все здесь так сделаю, что сюда, в общем, подойду и посмотрю, что это за озеро. Реально вживую на него посмотрю. Вон там под водой какие-то подводные ходы я даже вижу. Во, сейчас покажу точно. Вот, подводные ходы. Видно. Может быть, это ручьи, протоки какие-то, подводные течения. Вот так-то. Обалдеть просто. И вот на склонах, что окружают это озеро, черника особенно огромная. Это, конечно, не самый удачный пример я выбрал, потому что здесь она не кажется особо огромной. Но она крупная. Она крупная и уже спелая. А вот можно, пожалуйста, ассорти сделать, набрать. Брусника. А запах от этого всего душистого ковра, ну просто охеренный вообще. Особенно, когда пахнешь потом. Вот этот запах, он гораздо лучше, гораздо интересней. Когда по лицу бежит пот. Выживание. Время 4:30, и осталось 6 километров. До самой известной в мире отшельницы Агафьи Лыковой.
Я даже не знаю, хорошо это или много, 6 километров. До Заимки Агафьи Карповны 5:58. Оцениваю обстановку для будущего сплава. Присматриваюсь, что, как и где. Вот эти шиверки я подметил. Выше, спокойно, и все нормально. И закапал, кажется, дождь. Выхожу то на одну косу, то на другую. Иногда встречаю вот такие камни, покрытые ржавчиной. В них очень много железа, не исключено, что не может быть даже магнититься. Но магнита у меня нет, компас доставать не хочется проверять. Вот такая коса. Времени 20 минут 6. Если взять два вот таких камня, слева камень с содержанием железа, а справа камень с кремнием, и подолбать их друг от друга, да вот видно белые следы, это я долбал, появляется запах, такой приятный запах, как бы, ну, гари, короче, от огнива, в общем. Вот это прикольно. Таких камней с содержанием железа очень много в верховьях Ерената, по берегам. Скорее всего, его могло оттуда и притащить. Пришлось уйти с косы и снова идти на козью тропу. Она здесь отчетливая, и она выходит к ручью, по которому должен был я выйти на Абакан. Но поскольку 2 дня лили дожди, мне пришлось это время упустить и больше, собственно, к этому маршруту не возвращаться. То есть маршрут стал короче на один перевал. И очень многое, конечно же, я потерял, не посетив те места, на которые отводил 2 дня. Ну ничего, то ли еще будет. До Заимки Агафьи Лыковой остается 4,3 километра. И тут я увидел, что у меня почему-то энцефалитка поверх носок. Если здесь есть клещи, или если они будут, или были, они наверняка залезут и меня пожрут. Это пенка, и надо ее решать, поэтому я остановился переобуться. Я уже прошел то место, о котором я говорил, этот ручей, я из него попил. Я мечтал по нем идти, а в итоге я его попил. И честно сказать, блядь, силы уже покинули меня. Координация очень плохая, нарушилась, прям реально нарушилась. И уже не то чтобы хочется прийти, а хочется просто отдыха. Согреть ведро воды, я надеюсь, у Агафьи Лыковой оно есть. Вон там сошел, видимо, селевой поток, снесло часть горы. Я уже очень близко. 4,3 километра осталось. Иду косами и косами. Блять, я так запарился уже, реально. Я, наверное, снимать теперь буду уже только на подходе к Заимке. Потому что 4 с небольшим километра, это еще, ну, часа на... Да, часа на 2. Я все ближе. И, о чудо, здесь тоже есть бобры. В верховьях Абакана есть бобры. Уму непостижимо. Но это я не видел ни одной, ни плотины, ничего. Погрызанное дерево — это один-единственный вот пример. Фу. 6 часов вечера. Я до сих пор в пути. Я до сих пор в пути, и скорость еще сильнее упала. Остается 2,6 километра. Я потерял здесь кучу времени. Я съел уже 2 конфеты, или там 2 шоколадных конфеты. Вот на этой косе примерно все и происходило. Очень медленно иду. Сел, посидел, поел, съел конфет, запил водой. Потом покажу. Бедро накусала какая-то тварь. Все ядро, все уже. Все бедро вот на такой вот площади, вот на такой, в каких-то волдырях страшных. Пришлось есть от аллергии таблетку. Потом глубочайший брод я переходил просто в сапогах. Короче, все, никаких сил уже не осталось. Следующие кадры, если они будут уже только с подхода к Заимке. Все. А в доказательство, вот, почти по яйца мокрые штаны. Так заливало в броду. Я его переходил в сапогах. А сейчас пошел вот здесь по тропе. И надеюсь, больше бродов уже сегодня у меня никаких не будет. Потому что до Заимки 2,6. Я иду по тому самому нужному мне берегу. Я наткнулся на пропиленную когда-то тропу. Вот, пропила. Она уже превратилась в зверовую и частенько подзавалена. Мне 2,2 километра. Я пытаюсь успеть до темноты, потому что время 8 часов. Блять, через час уже все, темень будет. 2 километра и 2,2 за час. Не знаю, в таких условиях все очень быстро меняется, сука. Мне, если опять придется ночевать на берегу, я опять не помоюсь. Я ничего не сделаю. Я просто уже устал, короче, от этого хода. Хочется завершения, и чтобы он произошло сегодня.
Итак, забег продолжается. Меньше 2 километров остается. Я уже вижу гору, вот эту, которая ведет с Казбажи. Вон туда уходит Большой Абакан. Куда-то там слева Сакты-Озек притекает. Справа Еринат. Вот за этим холмом. Вот, прямо который, вот этот вот. За ним уже прямо, чуть ли не в прямой видимости, будет Заимка. Честно сказать, я волнуюсь реально. Я волнуюсь вообще. Даже я не знаю вообще, как себя вести, я Абовыгат пришел тут, ну не знаю, ну в общем посмотрим. Но еще так далеко, еще 2 с небольшим километр, 1 с небольшим километр, ёпа мать, это абзац. Вокруг огромные скалы, просто не подступиться сюда, к этой долине, огроменные скалы. Здесь, слева, справа, вот так. Все как в крепости, надо же было выбрать такое место. Да лучше и не выберешь. Короче, это абзац, рано я радовался. Ни хрена не будет, наверное, никакой встречи, потому что я уже здесь залез на огромный залом. Огромный залом, я по таким лазил только в детстве, последний раз. Огромный залом. Как бы не провалиться в нем куда-нибудь и не остаться там навсегда. Вроде бы и дошел, а вроде бы и нет. И не поймешь, как правильно. Будут кто-нибудь меня считать дошедшим или нет. Твою мать. Ладно, иду дальше. Прям по залому так херачу. Вот она, после завала сразу пиленная тропа. Ну почему пиленная? Потому что есть пропил в одном старом доисторическом бревне. И она выводит меня в Курума. Курума, да я уже 100 раз здесь... Ну вообще по Курунам 100 раз ходил, да пофиг мне уже на них. Главное, чтобы свет был, чтобы видеть. И не провалиться между курумников в яму, поросшую мхом. Короче, 200 метров остается до заимки Агафьи Лыковой. Примерно за 500 метров я почувствовал запах дыма, и он сейчас до сих пор чувствуется. Я сейчас только что прошел туалет, слева ревет. Не то Абакан, не то Еринат, это непонятно. Иду в полной темноте, последние, наверное, 800 метров с фонарем. И... показались здания. Агафья Карповна! Здравствуйте! Вы тут? Куда идти? Куда идти? Ничего не понятно. Собаки есть, вы меня съедите. Куда идти гостям? Наверное, дальше. Ребят, я здесь первый раз. Я вообще ничего не понимаю. Ничего не писаю. Я устал просто смертельно. У меня стресс какой-то, там шок гипогликемический. Я единственное, что сейчас ел, это шишку щелкал. Вот эта дорожка, которую я много раз видел в роликах на ютубе. Ребят, я поднимаюсь по ней. Это абзац. Я прикасаюсь к истории, я отвечаю. Это история. Расходятся в разные стороны эти дорожки. А куда идти? Куда нет? Пойду сюда. Ё-моё. Это долгий путь. Сегодня уже 9:30. Я шел почти 12 часов. Дымом пахнет. Очень пахнет дымом. Это прямой эфир. Есть здесь кто? Кричать как-то не очень. Агафья Карповна! Здравствуйте! Здравствуйте! Кое-как я до вас добрался. Здравствуйте! Агафья Карповна, вы уже спите, поди? Да нет, я сено накрываю. Сено, я смотрю, все скошено, так здорово. Я за 400 метров унюхал дым. Агафья Карповна, я турист. Меня зовут Андрей. Андрей Абовыгат, это прозвище. Ой, как хорошо у вас здесь, в вашей тайге. Чтобы все было понятно. Дошел я таки до Агафьи Лыковой. Все, ништяк. Но это уже совсем другая история. По возможности буду что-то снимать, будут какие-то части, буду публиковать. Когда не знаю, материала вышло очень много и выйдет, наверное, еще больше. Будет ролик о времяпрепровождении здесь, у Агафьи Карповны, а также будет ролик, посвященный сплаву и возвращению обратно. Сплав, там рыбалка, экшен по Абакану, это, наверное, будет интересно, как и материал отсюда с заимки, такие дела.
До новых встреч.